Цель сеанса – освободиться от оков антимира. Он сам подстраивал и создавал ситуации, держал меня на крючке. Через символы проникал в мое сознание и управлял. Выхожу и освобождаюсь от чужеродной мне матрицы, порабощения души и духа. Убираю претензии люциферианского царства к моему божественному роду. Также убираю все низковибрационные программы и энергии, страхи и жертвячества, которые сковывали мою душу, не давали в полной мере моему освобождению. Я получила опыт, возвращая себе конную всесвіту и мою божественную душу, данную мне при рождении моим первотворцом, самые высокие энергии. Я все могу, я могу творить для себя и окружающего мира. Познаю добро и творю добро. Навязанные программы мамы не давали мне правильное мышление и восприятие реальности. Иллюзия – это было мое представление о мире, иллюзорное восприятие мира. Отказываюсь. И аспекты. Вот аспект я хочу первый зачитать, что когда я открыла телефон и зашла в YouTube, то на первой страничке сразу же был блогер выставил о Каховской ГЭС, которая, что там произошло, и упоминался фамилия Мамай. И у меня ассоциация сразу пришла с Ильей Мамаевым. И вот я хочу сказать, что Мамай на санскрите – это как великий, Ма это был великий, а Мамай, Май там, это был человек, который управляет над природной иллюзией. И вот получается вот этот иллюзорный мир, который он мне создавал, так вот его, наверное, фамилия, и как бы говорит сама за себя эта фамилия. Вот и у меня ассоциация именно с Ильей Мамаевым, что он создавал иллюзорный мир, не только для меня, а для всех. Вот, и далее. Выходя мы с Иваном на улицу, постоянно Иван мне вспоминал Черномора, вспоминал Духов. И у меня ассоциация Черномор – это Сталин, это Илья Мамаев. Я действительно хотела забыть этот канал «Цельнозор», потому что я неоднократно уже отказывалась, но я действительно хотела забыть канал «Цельнозор» и о том, что я была причастна к этому «Цельнозору». Хочу отметить, что я его знала, участвовала с ним, запрещая ему вторгаться в мою энергосферу. О канале «Цельнозор» я узнала на сеансе Виктории Тараса. Тарас рекомендовал этот канал, отказываясь, и отзывался только положительно, обличая Тараса за ложь продвижения канала «Цельнозора». Если бы он не продвигал этот канал, я бы никогда не подключилась к нему и никогда бы его не смотрела. Мы с Иваном действительно рисовали логотип «Цельнозора» на даче. Иван разрисовывал. Мы этот логотип поставили на полках, потому что я не один его рисовала. Мы ставили его в телефон, на холодильник, в спальне, в комнате, на кухне. Эти логотипы стояли для усиления пространства, а на самом деле как маяки для Ильи. Запрещая рисовать эти символы с Иваном и освобождаясь от этого логотипа «Цельнозора». Начались военные действия, и мы не могли вернуться на дачу. Не убрали подковы на даче, иконы и логотипы «Цельнозора». Направляя свое внимание на уничтожение символики Люцифера, проявляя свою волю. Илья заманивал в своих передачах, я восхищалась благородной подачей исторических событий, древней архитектуры. Увлекал, это, знаете, сродни гипнотизировал. И я поверила, доверилась ему, как муха по паутину и попалась как муха в паутину колдуна, который через символы проникал в мое тело и сознание, находил изъяны, создавал и притягивал ситуации, освобождаясь и запрещая Илье Мамаеву проникать в мои энергетические проходы, находить изъяны и управлять моей жизнью. Я была соучастницей колдуна, а сейчас я проявляю свою божественную волю, своим божественным сознанием, разрушая иллюзорный мир демонов, антимира. Хочу покончить с его символом и помощниками, люциферианским царством, раз и навсегда. Мы, творцы, и со своим первотворцом творим в светлом пространстве. Они питаются моей энергией страха. Главное, чтобы я боялась. Чего я боюсь? Неважно. Главное, я боюсь. Я боюсь войны, боюсь за детей, боюсь одиночества, боюсь безденежья,
Боюсь плавать, боюсь спать в темной комнате, боюсь нереализованности, боюсь не встретить своего мужчину. Все страхи, которые мне навязали, отдать хозяевам и карму туда же. Я ничего не боюсь, я верю в себя, я люблю себя. Первотворец нас оберегает. Отказываюсь и освобождаюсь от чужеродных мне энергий. Мы с Иваном покидали наш город, бежали от военных действий. Ночью на наш поезд начали скидывать бомбы. Страх от взрыва бомб парализовал меня, но через некоторое время я обратила свой взор к Первотворцу. Начала поднимать свои вибрации. Наш поезд через полчаса уехал. Мы живы. Отказываюсь от жертв обстоятельств. Запрещаю демонам антимира влиять на мой род. Старшему сыну дать детей, среднему сыну встретить родственную душу, младшему освободиться от семени дьявола, всеми реализовать свой творческий потенциал. А я все могу. Я могу творить для себя и окружающего мира. Это мои способности, данные мне перед Творцом. Живу по своему божественному плану. Наш Творец доверяет своим Творцам. Мы творим, пишем свои планы жизни. Ну вот я ее вижу, она мне показывает, говорит, они меня держат. И вижу, как сзади такая, как шлейф черный, как где позвоночник, ну только как-то дальше, не в ней внутри, а вот так дальше, такая полоса, как будто бы одежду зацепила, да, и тянется в сектор интерферентов, а в секторе магии слышу, вот так идет тудух, 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 тудух. Что это за тудух? Вижу колесо, красное колесо, поезд едет, а спереди красное колесо, красное. Угу. Как спицы такие, и огонь там горит, и от этого колеса идет вот подключка. Вижу какое-то пространство такое пожеванное, не как шарик такой, а такое какое-то вот такое, и там вижу лицо Ивана, ее сына, и считывается Илья, и вижу, сидит вот так рука Людмила. Они пишут, я слышу письмо дьяволу. А на Ване вот эта морда лица Ильи, как демоническая с бородой, он ее пытается вот так вот и говорит Черномор, Черномор, а оно мешает ему. Ваня хочет это как бы выкинуть. Угу. И от этой ситуации, это как перед поездом на передних колесах, перед поездом эта ситуация тянется в сектор интерферентов. В секторе интерферентов как будто бы в зубах какого-то существа находится ситуация. Вот это ж я вижу, что на прошлом сеансе вот так достает, положила что-то, слышу, подкова, какая-то подкова, счастье и символ, бумажка, она, и там это колесо нарисованное, считывается также колесо сансары. Угу. Красное все, оно как живое там движется на этом, то ли холодильник, то ли тумба такая какая-то. Хорошо. И прикреплено также еще такая картинка сбоку. Да, это как холодильник, наверное, вот так вот сбоку. Да. Угу. Хорошо, Виктория, вернись к эфирному телу Людмилы. Да. Считай эфирный ДНК. Она ли это, Людмила? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Угу. У нее вот так как 5-я чакра, вот как отрезана голова. И говорит, они меня перерезали. И показывает, как из сектора магии летят вот эти символы цельнозора, как вот эти бумеранги. И даже тоже движение такое. Шух-шух-шух-шух-шух. Угу.
Так, кто ее там перерезал, кто находится в интерферентах, приказываю проявить согласно их эфирных ДНК. Сейчас проявляется в секторе магии в Мона, вижу ее лицо и как она говорит. Считывается по-украински «плетен нісенітниці». Плетет нісенітниці – это несуществующие, не идет какие-то пределы, галактические, какие-то галактические иллюзии, дисфункции, несенітниці. Что-то с галактическими границами связано. Угу. Приказываю Моне отвечать, что она делает в пространстве Люды. Она говорит, что она накладывает штампы сознания или на сознание штампы. Я вижу, когда Людмила этот символ цельнозора рисует, то Мона как будто бы штамп черный. Через нее такая черная рука и штамп ставит. Какой-то штамп. Угу. Я слышу увлечение в магии, сотрудничество, магический прокол. И в этот момент вижу, как эта черная энергия, которая продевает Мону сквозь заднюю чакру, сзади. Вот так, такая энергия, как она выглядит, знаешь, как коготь. С сердечной чакрой сзади вот так вот проходит, зацепляет, и получается вот эта печать. Считывается безобразие, соучастие, подмене понятий, подмене реальности. Я слышу изменение климата, какого-то изменения климата. Переброс ответственности. Вижу вода течет, как потоп, много воды. Потоп. Нет, Каховская ГЭС. Угу. Слышу, Так. вижу ее. Подрыв дамбы. И вот эти программы через Мону говорят, вот тогда, да, она виновата, да. Ну, Людмила виновата, что русские подорвали, заминировали, подорвали дамбу. Да, говорит. И вот этот поезд. Переброс кармы, короче. Да, слышу. Бежать. Вот эта программа. А через Мону идет программа «Далеко не убежишь». Я тебя там достану. И вот это рукой раз, там, где на этот холодильник, где этот символ цельнозора. Я слышу, вот эта матрица, как будто бы рука такая слизняка какого-то. И Мона говорит, я уже здесь, в преисподней. Я их вас всех возьму под подол. Под подол. А подол это у нее, вижу, эгрегор такой. Слышу материнской власти над сознанием силы. Это как будто такая какая-то огромная юбка, которая у нее вот отсюда прям с 5-й чакры растет. И вот эти все цельнозоровцы, так называемые, я вижу, что вот под этой юбкой вот прямо как будто у нее там ноги растут прямо с шеи. И вот это, где детородные органы, типа это там все вот эти сидят с этими символы цельнозора, их там вообще очень много. И все они считываются как рассказчики басен. И они пишут, это как будто бы огромный офис, который вот эти все переписчики, они все работают для того, чтобы, я слышу, исказить историю, исказить перфектность совершенного мира.
Мгм. создать иллюзии, изъяны, я слышу в поведении людей и вижу, как идет мощнейший переброс кармы у всех этих тысяч людей на правой, это то, что я сегодня у Елены увидела, на правой ноге огромный шар, кармическая ответственность за магию, за испорченное пространство, а левая нога вся утягивается в нижний портал, считывается буфер. Так, кто буфер? А, Что это? Буфер сознания. Это какое-то пространство? Да, да, да. Они все находятся вот как под колпаком, я слышу, у Ильи Мамаева. Это эгрегор целый, созданный, уже готовый. Ильи Мамаева, который покрыл как колпаком Мону, он ее как проглотил. Она как движущий там механизм, а у нее уже под подолом, это как матрешка. Мгм. А у нее под подолом вот эти все цельнозоровцы, они все переписчики, они сидят и все пишут, 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 как бы меняют реальность своим мышлением, потому что они все внутри их матрицы. И, Мгм. все, и на них всех идет переброс кармы за убийство, за разрушение целой вселенной, я слышу, межгалактических границ. То есть война в Украине – это как перформанс. Вообще, все, что происходит на Земле, это как перформанс, который показывает, что происходит на небесах, в духовной сфере, в эфирном пространстве Вселенной. Мгм. Он считывается, вот этот Илья, как уничтожитель разума, хранитель идей, безобразия. А что такое идеи? И я вижу там, я слышу зацикленность, как механизмы такие, символы. И там вот эти, как будто связано в одну цепочку, вот эти символы цельнозора. Тут, 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 а между ними такие цепи, которые движутся, как в велосипеде эти цепи, и двигают все остальное. Мгм. Считывается разрушитель вселенных. Так, приказывает Илье отвечать, что он делает в пространстве Людмилы. Он говорит, сидит, как вот этот в секторе магии, как есть такая картина «Казак Мамай». Ну, это Мамай, это как звание оберега, колдуна, или как их назвать, надо будет посмотреть, кто они были на самом деле. То есть это казаки, которые как главы каких-то подразделений, которые по всей Украине, их было 18, они в этих городах жили и охраняли. Они на эфирном плане считывали угрозу и передавали по магическим своим путям в дом. Я прямо вижу, как какая-то штука такая начинает вот так ты-ты-ты-ты, как будто бы колотиться или звенеть в домах. И люди подскакивали, смотрят в окна, они чуяли тоже угрозу и защищали себя таким образом, когда были вот эти набеги кочевников, я слышу, разбойников. Мгм. Вот. И я вижу, что сейчас он вот принял вот такой и говорит, что он съел Мамая, съел буквально. И такая картинка, это не он, это такая а, как будто он стеклянный, как будто стеклянная какая-то, ну, на самом деле я потрогала, оно такое как желеобразное, такой образ какого-то человека, который сидит там, ну, типа как Мамай в шароварах там, сидит. И он говорит, информация идет, я съел Мамая. Кто Так, такой Мамай? Приказывает ему Мамаю. Кто это Мамай? Приказываем
проявиться в соответствии его физической ДНК, когда он был Мамаем? Я вижу, что через эту субстанцию, а, я слышу, это отраженный дух. Это не сам Мамай. Извиняюсь за подробности, через задний проход идет подключка в нижний портал, в антимир, и это уже человеческий дух там считывается. Мгм. Там я вижу, ходит человек, как будто в какой-то в доме. Так. Ходит, Это... как комната такая, он там ходит. Мгм. Мамай. Вот у него чуб такой, он Мгм. лысый, у него такой чуб. И в шароварах, но почему-то голый торс. Голый торс. Мгм. Я вас спрашиваю, а он говорит, что его жупан украли. Синего цвета жупан украли. И показывает вот так на этого Илью Мамаева и говорит, он меня убил. Так. Странно. Каким образом? Спроси у него, что это у него украли. Он говорит жупан. Это как кофта такая синяя. Мгм. Так. И эта синяя кофта таким идет планом. Я говорю, давай просто буду говорить, а все, что я говорю, это мне идет, Мгм. чтобы я не отвлекалась. Так. Вот. Идет таким планом. М. Сейчас я посмотрю, что это такое. Я слышу, это сила создания иллюзий. Вот это синий цвет, я же вижу, как НЛП-программирование, да? Вот это Мгм. синий жупан. А красные шаровары, оно считывается как сила мысли. И у этого Мамая, но это не Илья Мамай, это кто-то другой. Ну, конечно, другой. Мгм. Черные, как такие турецкие туфли какие-то с длинными носиками, такими закрученными. Это магическое воздействие. Я вижу, что этот Мамай как бы использовал не чистую силу природы, но использовал магию. И этот чуб у него черный тоже связан, я слышу, с силой мысли сатаны. Он использовал для магические ритуалы, я слышу. Мгм. Поэтому он позволил себя убить. Его зовут Василий, вот этого Мамая. Мгм. Василий его зовут. Так. Так, и вот этот Илья Мамаев его убил, это Василия? Я еще этого не вижу. М. Я просто вижу то пространство, Мгм. где этот находится, и он как в колбе находится, а эта колба своим носиком вот так сгибается и идет как бы там, где хвост, где нижние вот эти чакры, вот туда и считывается, я слышу, надыхае, то есть вдохновляет Илью Мамаева. Мгм. Так, По это... отношению к этому, сейчас я, по отношению к М. этому Василию, Василь, Василь. Э, Мгм. В секторе магии находится колдун, который, я вижу, делает магические ритуалы с помощью вот какие-то колбочки переливает в эфирном пространстве, считывается. Так, колдун. И, да, я вижу. Мгм. То есть на этого Василя шло воздействие от этого колдуна. Я вижу в эфирном пространстве, они боролись. Они боролись. Мгм. Они как будто бы вот так, знаешь, как борьба какая-то. Взяли друг друга вот так вот. Этот Мгм. колдун с этой стороны такой черный, а этот сияющий такой. И вот так они только у этого
Василя Мамаева, вот я слышу магические действия, как эти туфли черные. Мгм. И руки у него запятнаны, я слышу, кровью, магией, красной с черным. Мгм. Да. Так, ладно. Мы можем Василию передать информацию, алгоритм освобождения и сеансов. Если он хочет, пусть он отказывается от магии и освобождает свою душу. Он говорит, что он долго ждал, он ко мне говорит просто Виточка. Говорит, я, Виточка, ждал тебя долго, и так себе спокойно, одевает свой жупан, говорит, он меня убил, ну так как-то вот так растягивает, Мгм. и берет вот эту подключку к его сердечной чакре сзади, как будто бы его вот так сзади убили в спину. Мгм. Берет и вот это туда, и говорит, что он откладывает на потом. Я спросила, что? А он берет вот так руки обтрушивает. А я, говорит, здесь всегда был и за всем следил. Мгм. Берет эти шаровары красные, одевает и так поясом под это самое. Вижу, берет свою саблю, так в ножны, одевает поверх этого синего жупана еще что-то и шапку. И этот его чуб был привязан. Он был привязан там магическим путем. И это все отрывается, и он просто как ветер, так как будто бы он превратился. То есть идет какой-то процесс превращения. И так превратился и туда вот, как в сектор первотворца. Мгм. Переместился и сразу вот так вот стоит, как бы смотрит вдаль. Он считывается сторож украинских хат. Мгм. Понятно. Так. Передаем ему информацию, пусть он отдает карму истинным виновникам, полностью отказывается от магии, если он хочет. Да, я ему передаю информацию, и он смотрит, сначала на свои руки, на ноги, а потом смотрит на сердце, на сердечную чакру. А она в нем такая, как шар прозрачный, и там бьется что-то, как сердце, так пух, пух. Даже Мгм. звук слышу бьющегося сердца. Вот. Это его контракты. Я ему передаю, что он может расторгнуть все контракты. И он снова сделал какой-то вот переворот и еще выше поднялся. Я ему передаю, что он может отдать карму тем колдунам, которые его привязали. Так интересно. И сейчас вот этот, ну, вот этот, как будто бы этот Мамаев сидел там такой, он весь такой, знаешь, как из желе сделанный, как с холодца. Мгм. И цвет такой прозрачный. То вот этот Мамай ему топчет в голову такую подключку ногами. И когда он это делает, то что-то смеется. И этому Мамаеву это все возвращается. И я вижу это, я слышу гэс, рэс, Каховская. И эта вода вся выливается Мамаеву Илье в голову. Я слышу, что он вдохновитель. То есть он как бы наполнял энергией вот этих сумасшедших. Он им как Мгм. проецировал события, которые нужно сделать своими магическими этими. Я Мгм. слышу, да. Так. А кто этот Василий? Сейчас он воплощен? Нет, ему не дали воплотиться. Он Мгм. лежит он говорит, что он лежит под плотиной. Мгм. Ну, хорошо. Пусть выбирается оттуда, забирает все его частички души, если он хочет, пусть он это сделает. Так это у него там вот, я слышу, это его там эта хата была, оплот, я слышу, оплот
где он сторожил. Мгм. Вот. Там, так, сейчас я посмотрю. Я вижу там такой энергетический шар огромный, через который Мгм. как вот это, как мост стоит, вот эта плотина Мгм. Каховская или какая там, что там такая, ну, которую взорвали, вот эта вода Ну да, потекла. Хаковская. Вот. А он лежит это вот это, колдовской ритуал. Что в видео там было в этом. А, я хочу посмотреть, как он там лежит. Мгм. Посмотри. Он говорит, руки мои оторвали. Мгм. Его как-то странно. Говорит, жупан украли, а, а в поясе, он говорит, пояс расторочили. И показывает, что его пояс как будто бы создан с таких бусин или бисера, или что-то вот такое. И он говорит, узор поменяли в Мгм. этом поясе каком-то. И говорит, что его чуб, показывает такой чуб, говорит, намылили. Я смотрю, а у него как будто бы пена такая, такие бульки на этом чубе. Мгм. Вот. Я спрашиваю его, где его сила, кто его украл это все. Он снова показывает этого колдуна, и в этом колдуне вот считываются энергии Сталина. С этой люлькой стоит. Мгм. Так, а кем он был тогда в том воплощении? Так и слышу, Илья Мамаев. Так, а почему он взял фамилию Мамаев? Почему? Не знаю, вот этот Василь говорит, что снова то же самое, что чуб намылили, руки оторвали, жупан забрали. Э, Мгм. Он говорит, и он показывает, все сняли, говорит, что обнажили его, и он показывает его мужской орган, который как бы привязан в секторе магии этим колдуном. Я приказываю этому колдуну назваться, кто он есть. Он закрыт Сказано. в черном таком этом колпаке. Я приказываю ему снять все защиты. Мы его видим и знаем. Мгм. Какой-то дух колдуна, дух колдовства. Эгрегор. Да. Так, Так, и я кто вижу, там в стоит? этом эгрегоре находится какой-то человек, который тоже, как вот этот Мамай ходил, так этот тоже ходит и в подзорную трубу, как будто бы с этого нижнего пространства смотрит на этого Мамая. И потом, я слышу, распространяет иллюзии. Оно вот так как-то связано с этим Мамаем. Потом вот так же, Мгм. как радар такой, жах, пошел круговые волны. Я спрашиваю, Мгм. что он делает, а он говорит, что он использует а, какие-то домовушки. Сейчас я спрошу, что это такое. Что это за домовушки? А, я слышу полки сознания. Полки сознания. И вижу, что такая как будто бы полочка, а на ней такой чуб этого Мамая, Василия. Мгм. Что Полки вообще обозначает этот чуб? приемник, Мгм. антенна, приемник, А что значит, информационный что... приемник. Мгм. Что Я его вижу, намылили? что Мгм.
Мамай был энергетически связан с врагом. Поэтому у него вот эта кармическая связь с магами, с колдунами, потому что они Мгм. постоянно были направлены, их внимание у этого Мамая было направлено внимание на этого черного колдуна. Именно там Сталин Мгм. почему-то идет, эта звезда, строить греблю, эту Мгм. плотину. Так, а где это у Василия, где эта кармическая связь, где она завязалась? Что это было за событие? Ну, сейчас он говорит, что построили плотину на его могиле, на его костях, он буквально говорит, Мгм. и показывает, что он лежит как будто бы а, позвоночник сверху, кости его. Они светятся до сих пор. Этот как скелет, а, Мгм. а грудная клетка где, там это все светится, сияет. И он говорит, что на нем построили плотину. Говорит, что буквально говорит вот так, как будто сжали его хату, то есть его дом. Мгм. Вот. А это был пункт, он говорит, как подзорная труба надзора, и у него он как радаром считывал определенную территорию. И эта вся территория, как огромный шар, вокруг него вот так была. Он, Мгм. например, спит, я вижу, а на самом деле он не спал. Это как я, только где-то на подходе, когда я даже сплю, вижу, ну, врага, да, кто-то пробирается, я сразу как бы Мгм. перехожу в состояние, альфа-состояние, и я сразу там как в осознанном сновидении работаю. Да, и я вижу, как этот Василь, он переключается. Чих! И переключил свое сознание, как я переключаю туда-сюда. То бодрствование, то альфа-ритм. То есть по своей воле может переключать свое сознание. Мгм. Вот. Но вот эта вся штука, это вот объект, оно все вот это а, охраняло эту всю территорию. Он сканировал вот так вот. Мгм. Так, вот этот Сталин, он находится в секторе магии по отношению к Василию? Да, вот он курит эту люльку, это трубка, Мгм. по-украински люлька, и там такая кучка пепла. Сейчас я Э, уже этот пепел вижу не первый раз. Что это значит? Я слышу трупы убиенных. И Мгм. он вытрушивает этот пепел, и там именно душа, а, Василия? да. Мгм. Так. Это решение этого Сталина было построить эту ГЭС на этом месте? Он ответственный за это? Я вижу, что он ответственный за то, что, я слышу, разрушил могилу, Мгм. нарушил покой. И я вижу, как этот Серко, а почему я говорю Серко? Серго? Серко. Сирко какой-то. Я знаю, был Мамай Сирко. Короче, вот там, где Восточная Украина, это дух Сирка встает, как огромный, вот как взять, например, земной шар, Мгм. то он вот так как встал, то, ну, скажем, там километров может ну, короче, Земля у него под ногами стоит, планета.
Он Так. считывается так, хранитель рода человеческого, духа человеческого. И он говорит, что его разбудил взрыв на Каховской ГЭС. Хм. А Василий энергетически привязан в этой... он лежит, Мгм. говорит, магическое препятствие, и его позвоночник, вот как будто бы все сгнило, ноги, руки, нет, а вот эта грудная клетка, это скелет. Он Мгм. лежит, вот так лежит, как бы лицом вниз, и говорит, что его привязала магия. От его сердечной чакры вот так на спине, ну там уже как бы только этот, как скелет вижу. Идет такая, как черная подключка в сектор магии. Так, какая его магия привязала? Кто в секторе магии находится, приказываем проявить согласно физической ДНК. Снова ходит этот почему-то снова идет каблук, этот колдун в этом, и он смотрит вот так, как в подзорную трубу, и снова этот радар пошел. Мгм. Считывается Илья Мамаев. Так. Передай Василию, что он может приказывать этому колдуну, тот находится в секторе магии, по отношению к нему выбирать ему все воздействия, последствия воздействия и карму может отдать. Если он хочет, Василий, пусть он это прикажет сделать. Он это делает, я вижу, как это гребля вот так поднимается с этого Василя, а он так обтрушивает, как землю из себя. Она Мгм. возвращается сначала к Сталину, а потом к этому колдуну. А колдун ниже находится. Мгм. И эта система снова слышу препятствие к возрождению в человеческом теле. То есть этот колдун попрепятствовал возрождению в Мгм. человеческом теле. Я слышу героев нации. Так. О, не воплотился. Я вижу вот в этом эгрегоре, в секторе магии вот находится и Шевченко, там еще много людей, они толпятся, толпятся, они не могут воплотиться. И этот Я Серко тоже. А этот Шевченко. Сирко — это как сознание, я слышу, человеческого рода. Это не душа, это как энергоинформационный такой блок, Мгм. скажем так, как энергетическая субстанция, защитник рода человеческого идет. Мгм. А А, а какое отношение этот Василий имеет к Людмиле? Почему он вышел на этом сеансе? Сейчас я вижу, что в секторе магии как будто бы вот кто-то, знаешь, строит плотину, но я вижу вот такие движения, как строят эти кирпичи и вот этим шпателем, или как это называется, там цемент Мгм. укладывают. Мастерок. Мгм. Мастерок. Она говорит, это находится в секторе магии, говорит, она положила меня. А, Это энергетические вот эти взаимосвязи. И я вижу, как она как бы надеялась на защиту этого символа цельнозора, а этот Мамаев как бы поглотил в себе вот этого дух как бы оберега, поэтому он считывается. Почему люди побежали на него как на
Типа он же распространяет эти символы как обереги, да? Мгм. А у Чем-то. людей это уже было как бы заложено внутри, Мгм. потому что вот эта сеть, нейронная сеть защитников и тех, кого защищали, то есть это родовое было поместье. Скажем так, Русь, Украина, это было вот по всей Украине были эти посты. И вот, а у людей дома были эти символы, какие-то вещи, которые вот мне считываются как полочки сознания. И когда Мамай чувствовал угрозу, там начиналось какое-то движение и будило этих людей. Они буквально, я слышу, будоражило. И они просыпались и защищали, потому что вот эти какие-то бандиты нападали, и они, у них такие стрелы и огонь бросали. И они там Мгм. улюлюкали, дикие племена. Вот. Мгм. То это такие магические посты были. Так, что значит она положила меня? Как это относится к Людмиле? Вот когда она положила этот символ цельнозора на этот холодильник, прицепила сбоку, это считывается в эфирном пространстве как полочка сознания. Ну, полочка значит положить. Да? Мгм. Так. Положить. А, отложить. Тоже мы говорим отложить в сознании. То есть она как бы отложила, что это оберег. То есть а, то есть был такой оберег, считывается как щит. Я всю эту Русь, Украину вижу как такие огромные шары энергетические, вот эти мамаи сотворяли. И это как купол закрывает все пространство под землей и над землей, как шар такой, который разделен вот так с землей, горизонтом, ну, по половине. Мгм. И она эту силу божественного оберега, то есть надеяться на свое подсознание и считывать, как в сказках написано, приложил ухо там и услышал, что там творится. То есть вот эта сила подсознания, считывание эфирного ДНК на эфирном пространстве заменила на этот магический купол. Я таки слышу купол. То есть стала под колпаком у этой Моны с Ильей. То есть и купол, который не дает вырваться сознанию наружу. То есть этот феминизм, женский, мужской, отрыв от реальности, отрыв от первотворца. Все это как вот закапсулировалось. А так как Илья пользуется силой тех, кого он поглотил, Мгм. то эти энергии никуда не деваются. То есть получается с этого эгрегора не только колдуны, вот Илья пользуется, или его наставники, эти дьяволы, да, а пользуются также те, кого он проглотил. Потому что они будоражат точно так же сознание, Мгм. как мамаи будоражили сознание по этим своим нейронным связям тех, кого они охраняли, то есть жителей Украины. Мгм. И когда люди, я вижу, ну, это национальная, я слышу, национальная сведомость Украины, то есть вот этот Сирко, это как энергетический такой объект. Мгм. Но там, да, а вот этот все время там вот как бы лежит в этом, и он струшивает эту землю и говорит, что Люда его замуровала. О, сейчас М. я поняла, дошло, конец. Ну, это приходит не всегда сразу. Вот это, Мгм. как ложить эти кирпичи, говорит, что Люда его замуровала. Сейчас я спрошу, как она его замуровала. И он говорит, она положила меня
И вот показывает на этот холодильник. А я спрашиваю его, почему его она положила. А он так обтрушивает от себя эти черные вот эти и говорит, что на Илью показывает и говорит, что он себе не принадлежит. Я просто ушел. И показывает, как он боролся в эфирном пространстве с ним. И ушел. Я сейчас хочу посмотреть. Я вижу, как в этом улье, в этом рое, который собрал Илья, там очень много колдунов, откровенных таких черных ну, они так считываются маги, колдуны, как пришельцы с других галактик, миров. И также очень много чистых душ, которые вот в связке, в сцепке с с его магическим эгрегором, с его сознанием, но у них все время вот так идет как борьба. И он говорит, показывает этот Василий, что он вышел из-под контроля сознания Ильи, потому что Людмила вышла, говорит, на высшие уровни сознания, и говорит, и забрала своего сына. И показывает, я вижу сейчас, что когда Людмила поднялась с Ваней, то у него на лице остался отпечаток колдуна. Вот эта маска такая. И вот я вижу ту ситуацию, они вот идут, она его за руку держит, а он вот говорит: Черномор, Черномор. Как будто бы переходят улицу, вот так идут. Потому что он буквально, он же ребенок особенный, и он открытый. У него нет этих барьеров, и он что видит, что думает, то и говорит. Он считывает эту информацию, эту энергию и говорит о ней. И Так, и говорит, что он это? колдун. Так, вот это решение рисовать этот символ и туда лепить его к холодильнику. Пусть Людмила отменит в своем сознании, зайдет в тот момент, когда они его рисовали, изменит эту ситуацию, откажется использовать. Ну, она отказывалась уже не один раз. Здесь я говорю, чтобы она отказалась это ложить и оставлять там, чтобы она разрушила эту энергетику и освободила души через свои подключки в этот. Видишь, это четко сейчас видно. То есть когда-то на уровне физики эти вот Мамаи охраняли Русь от захватчика. Когда эти колдуны, потому что с помощью обмана и подкупа Русь была захвачена Петром Первым, да, предал ее этот Феофан Прокопович или Прокопович, настоятель Киево-Могилянской академии. Тут же и выходец из Киево-Могилянской академии нарисовался Ломоносов. То есть все оттуда, да, это кодло предателей. Вот. А когда были поглощены невинные души, которые защищали свою территорию, интересы жизни, души, то эти колдуны, как бы поглотившие эти души, они не могут их переработать, потому что от первотворца зависит смерть души. Как бы душу не мучили эти, считываются назидатели, то есть они назидают, как жить типа в мире, то смерть души зависит только от первотворца, потому что он сотворил душу, и только он имеет право эту душу убить. По Так, планам значит, Всевышнего. вот это ключевое осталось именно то, что она прилепила этот символ туда, как этот оберег, как вот эти Ну, с одной стороны, это сработало сигнальные. плохо, потому что это сигнализировало колдуну Илье Мамаеву, а с другой стороны, это сигнал она дала. Она, смотри, как интересно, она то своим сознанием вышла, расторгла эти контракты, вышла, и нитями своими энергетическими потянула за собой в этом эгрегоре всех тех, кого
там с кем была связана. А связана она была вот этими родовыми кодами, потому что вот Мгм. это считывается оберег. Вот, да? А Серко, снова этот Серко звучит. Короче, эти мамаи, они в сознании, в генетической памяти каждого украинца, каждого русича истинного, да? Вот. И как тогда на физическом уровне это проявлялось, то сейчас это проявилось. И освобождает этих мамаев из плена смерти, там, где закрыты, они не могут воплотиться. И вот их душа, и этот вот встает снова из-под этой плотины Мгм. и говорит, я переосмыслил все. Ну, вот это Василий. Мгм. И говорит, забирай свои лапти. И берет вот эти закрученные какие-то штуки с ног и швыряет в Илью. И берет этот чуб его. О, вот оно что. Этот черный чуб был, как будто бы, знаешь, его так в какую-то капсулу закрыли, который просто повторяет форму чуба. Когда он это снимает, эту капсулу из чуба, то освобождается его божественная сила. И вижу, как эти волосы, как лучи от солнца вот так расходятся. Мгм. И он поднимается вверх. Я ему передаю, чтобы он освобождался и отдавал карму. Ну, это силища, это такие энергии тут. Вот, я так вижу, что это точно, что разбужены очень Мгм. сильные силы. Они разбудили, они, короче, этим действием разбудили страшные энергии. Ну, для них страшные. Мгм. Это ж неспроста. Ну, конечно, нет. Больше А, как освобождение, опустошить эти, раскрыть, что было похоронено под водой этой дамбы. Ну, они Оно же не всё. просто это Мгм. делали, это все делалось и Мгм. делается сейчас, все магия, этот, весь культ демонический. Не зря же в Библии Сколько написано, Мгм. что престол сатаны на севере. И эта вся война описана сейчас в Библии, вся вот последние книги Библии, все описано. Вот. И это ООН, и, ну, вообще все, это диву даешься, как это там Мгм. все описано. Так, хорошо. Передавай этому Василию, пусть он забирает все его частички души, если он этого хочет. Он говорит: "Люда, ты меня размуровала". И я вижу, как он своими руками вот там берет это колесо и как шибанет этому Илье Мамаю, просто Мгм. ему в третий глаз, вот так между бровей, как шандарахнет и говорит: "Ты украл мое имя". Говорит: "Ты злодей". Он по-украински говорит: "Чаклун". Мгм. Также говорит: "Отросток, отродье". Я передаю этому Василию, чтобы он забирал всю его энергию из этого символа. Вот оно что. Ага, это же, ну, символ же ж не просто так, он же ж, ну, нарисованная штучка на бумаге, это же ничто, да? А чтобы это нужно вдохнуть чей-то дух, чтобы это поддерживало. Ну а как может дух дьявола чего-то надохнуть на что-то? Естественно, ни на что не может. То есть они вот это поглощают, эти светлые души, они так в колпаке там сидят под этой юбкой, а Мона представляет собой, как она так и звучит, как матка, матрица. Вот. А, Мгм. а светлые души у них же, как он погиб с мыслью защищать свой род. Мгм. Так это никуда же и не девается. Точно так же, как никуда не девается с верного пространства. Если кто-то кого-то убил, то это, как написано, кровь Авеля взывает до сих пор. Да? То есть Мгм. стремится к развязке и отдаче кармы. Вот. Точно так же и это все работает.
намерение защитить свой род, оно никуда не делось. Его захватили, а сейчас это все раскрывается, и дух предков, этих мамаев, просто в образе этого сирка, оно просто сейчас возвращается. А Мгм. символ цельнозора, как пожмаканная какая-то тряпочка черная, уходит к этому Илье и таким вот колесом ему на лоб. Пах! Я передаю Людмиле, чтобы она приказывала этой Моне открыть ее подол и выпустить ее, а также всех душ божественных, которых Мгм. она проглотила. Вот. И пусть Людмила передает информацию. Так, какая-то мышь. Что это за Стоп, мышь? я заморозила. Замороз? Мгм. Мышь, серая мышь. Что это за энергия? Каковы ее свойства? Сейчас она от сектора магии идет. Мышь. Как мышка, которая бегает незаметно по норкам. Мгм. Так, серая, она серый, цвет серый. Это вот как эта субстанция синяя была, теперь это серая. Считывается мышь сознания. Сейчас я смотрю и вижу, что это внутри этой мыши сознания вот эти символы цельнозора. И с этими, как велосипедная это, которая крутит это все. Мгм. Компьютер созвездия. Компьютер созвездия. Так, управление. Так, и я так смотрю и вижу, там такая, как жемчужинка лежит. И в этой жемчужинке лицо Людмилы. И она говорит: создать оберег. Вот, то Мгм. есть она свою творческую энергию вложила в этот символ цельнозора как оберег. А оберег – это наше славянское слово оберіг, оберігати. И естественно, что морфогенетическое пространство, естественно, своими вибрациями соединилось с теми душами, для которых это было важно, которые были сами оберегами для, я слышу, нации духа. Да. Мгм. Так. Вот. И что эта частичка энергии в этом компьютере там, как она, что она там делает, какую функцию выполняет? Я слышу нышпоры, то есть она как пролазит сквозь такие, Проникновение. как норки делает в этой М. черной субстанции магической. Но я слышу, ищет серка. Мгм. А серко стоит, э, как казак большой, как ангел, и улыбается. Мгм. Так, давай спросим разрешения поговорить с Серко. Да, я спрашиваю. Мгм. А он говорит: да, вы можете спрашивать все, что угодно. Это я тебе скажу, что это не его прямо душа, а это люди, которые надеялись вот на этих мамаев, на этих оберегов, да. Они спокойно Мгм. спали, потому что знали, что есть кто-то, кто в бой пойдет, кто их предупредит, пойдет в бой и защитит. И это такая энергетическая субстанция. Оно считывается, сила разума. И когда даже светлая, чистая душа, которая внутренне, я перевожу, потому что все идет на украинском языке, бажає, то есть жаждет освобождения и ищет истинного защитника, то связывается именно это как на пути к первотворцу, оно вот так вот там стоит.
Это, я слышу, субстанция разума. Это как коллективный разум. Мы уже с ним Мгм. общались не один раз, а это как один из сегментов коллективного разума. Мгм. Вот истинный оберег. Потому что мамаи в большинстве случаев использовали силу разума, силу духа, силу воли. Мгм. И поэтому вот так получается, что как бы он сейчас пришел на помощь Людмиле. Мгм. Да, он так и говорит, чтобы отдать должное, говорит, эм, поглотителям Мамаев, Мгм. поглотитель Мамаев. И снова я вижу этого Сталина, который вытрушивает трубку с пеплом, а там в этом пепле как будто головы человеческие лица, то есть это личности, Мгм. которых он запихнул. Он их убил, намагичил и запихнул их всех под этот колпак энергетический, завязал в эти все мероприятия перерождения и Мгм. изменения реальности. Он изменяет реальность. Я спрашиваю, приказываю ему отвечать, кто он на самом деле. Этот Илья Мамаев, вот я его лицо вижу. Он неразрывен с Моной, как одно целое. Она у него считывается пчела-матка. Вот Мгм. так она растет, как будто бы из живота у него. А у него пиндер такой черный, под ключ к антимиру. Борода эта черная, глаза черные, у Моны тоже такие шары глаза. Так. Мгм. Так, это Илья. Получается, что Мамай это не его фамилия. Нет, Приказываемо, он поглотитель Мамаев. Считывается. приказываемо назвать истинное его имя. Кто он такой? Почему-то говорит, что он капуцин. Мгм. Я еще в каком-то сеансе слышала несколько раз это. Это орден капуцинов, такие же, как и иезуитские. Примерно то же самое. Говорит капуцин. Мгм. Так, что это значит капуцин по Он отношению к говорит, нему? он говорит поглотитель миров. Мгм. О, Говорит создатель понятно. иллюзий и хранитель. Хранитель кладбища, говорит. Я вижу Мгм. в нижнем пространстве, в секторе магии, интерферента, вот там как такое пространство. Я слышу, как плиты такие под черной плитой, такие серые плиты, вот эти мыши эти. А, Мгм. Это поглощенные души святых. Мгм. Так, ладно, Виктория, давай вернемся к этому Серко. Да. Что вот это значит, что вот эта жемчужина Людмилы нашла его? Спроси у Людмилы, зачем ей нужно было найти этого Серко. Я же это все уже рассказала. Она так и говорит. Мы родственные души, то есть волны одни и те Мгм. же. Она Так. настроилась на волну оберега. Самый главный оберег Руси — это вот Мгм. эти волхвы были, потом были казаки, мамаи, потом вот эти как диссиденты, вот Черновил, Вячеслав Черновил и множество других, эти души, которые по тюрьмам Мгм. поумирали. Вот. Это все хранители ценностей нации, духовных ценностей нации. Тогда, Виктория, такой вопрос. Чем мы можем помочь Серко сейчас на этом сеансе? Он говорит, отказаться от блуда. И вот так как бы раздваивает такую, я слышу, чашу познания.
Это что такое? Говорит прекратить духовный блуд. И показывает эта чаша какая-то, но она на чашу не похожа. А, есть такой символ царский, как такая, как лилия такая, как цветочек. Есть. Да, и он вот говорит, чтобы как бы отделить вот эту черную часть, говорит отойти от блуда, говорит найти реальность, показывает в сектор магии на этого колдуна и говорит отказаться от иллюзий. Это то, что Людмила сделала. Людмила отказывается от этих Мгм. иллюзий, и поэтому она как бы соединилась с высшими аспектами национального, ну, я слышу по-украински, национальной сведомости. Вот. И Мгм. освободила свой дух. Вот как эти мамаи возбуждали внимание и разбуживали человека, чтобы он вставал и защищал Мгм. себя, потому что украинцы имеют непокорный дух, они никогда не хотели жить под чьим-то гнетом. Вот и это как оно считывается как знамя, да, Мгм. которое показывает силу духа. Хорошо, что мы можем сделать? Давай передадим по всем нашим каналам, родственным связям, всем нашим родовым древам информацию алгоритма освобождения, Да, я это вижу. призыв отказываться от блуда всем душам, с которыми связаны. Вот Во это, всех. что интересно, вот Мгм. это, как Людмила вот этот жест сверху уложила, сейчас это Мгм. вот так опускается, и она рвет этот символ, и как бы это возвращается в род вот Илье, Моне, а она говорит, сожри Дракула на него. Мгм. Сама поднимается вверх. Я передаю, чтобы она забрала всю ее энергию со всех тех мест, где она потеряла, и очистила от своей энергии тот дом, в котором эта свекровь куролесит там с этими демонами. Вот. И Мгм. отменила полностью все решения каким-либо образом сотрудничать с антимиром, выполнять эти магические действия, ритуалы с этими символами. Мгм. Я вижу, как этот Василий одевает шаровары, підперезується, одевает этот кафтан, и у него вот этот меч, который был черный, начинает сиять. И он говорит Мгм. к Людмиле, что что она его освободила. И он так встает и становится огромный. Вот он так торс только был виден, как скелет, только торса. И Мгм. он встает, и вот эта гребля вот так и разрушается. Вот это те взрывы, когда русские взорвали солдаты, они освободили его дух физически, на физике. И это выглядит так, что он, как это сделали, то он начинает вот так свистит в эфирном пространстве по, по таким этим каким-то траекториям, и оно вот Мгм. так вот все соединяется, Мгм. и разбуживаются другие вот Хранители эти. эти Или как? хранители. Мгм. На физике это все считывается в эфирном плане, вот эти хаты, курень, хата, где были эти Мгм. посты, где эти мамаи, хранители, они М. хранили человеческие души. Мгм.
То есть это вот сейчас идет, а я чувствовала это. Вот именно когда, я даже говорила, не помню кому, кто-то мне позвонил, начали люди мне звонить, очень много наши дорогие, не хочу сказать клиенты, а как сотрудники, да, нашего общего дела. И всех такая печалька, какое-то событие, какие-то все такое. А я говорю, прямо вижу, чувствую, как будто портал открылся, и что-то вот такое, как война происходит. А российские солдаты, когда вот эти делают теракты, то они даже не думают, что они на самом деле делают. То есть они разрушают ту магию, которая была заложена, и они возбуждают эту магию, они хотят ее усилить, но чем больше давления, тем больше сопротивления. И возвращаются вот эти духи, то есть заключенные в тюрьму души, а это ж боги, творцы, и они оживляют их, то есть магия исчезает, потому что мы подготовили это уже для этого. Многие люди, вот как на примере с Людмилой, делали это, то есть попали в этот эгрегор неспроста. А я не попала, а я со стороны как будто бы смотрю для того, чтобы оставался ясный ум. Потому что если бы я тоже этот символ использовала, то я бы тоже попалась, а человек не может видеть, что он сидит в ямочке, если ему сказать, что это бугорок, образно говоря. То он думает, что это ну, есть горка какая-то, например, да? То есть иллюзии. А люди вот выходят с этих иллюзий и тянут за собой те души, которые там соединены с ними. Мгм. И вот именно сегодня Елена из Петербурга, да, то есть потому что люди не делятся на нации, люди делятся по духу. Как говорят, нормальные есть люди и ненормальные, демонические и божественные. Все. А третьих вообще нет никаких. Вот. Человек подчиняется или духу жизни, или духу смерти, или духу чистоты, или духу магии, или преданности, или Мгм. измене. Ну, другого, третьего не дано. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим, осталось ли у Ивана этот отпечаток колдуна, эта маска. Нет, он это снимает и говорит, мне мама сказала, что это плохо. Я Мгм. передаю Ване, чтобы он возобновлял свое божественное ДНК, отказывался принимать в его пространство чужеродные программы. И я вижу, Мгм. как то ситуация, где вот мама как будто бы рисовала, вот она, да, а он говорит эту руку черную, он же видит ее, и говорит, мама, не рисуй. Он эту лохматую черную руку вот так берет и отодвигает. Мгм. Он говорит, я Мамай. А ну, это уже второй раз прозвучало. Хранитель. Смотри, там вот в этом эгрегоре их так закрутили вот этими механизмами, Мгм. что вот так вот все закручено. И вот Ванечка воплотился с этими, ну, эта магия так его закрутила. Там еще генетика, Дефекты. Мгм. да, вот. А он смеется и показывает свое лицо, но оно такое аморфное, а в нем считывается, как стоит такой казак, такой красивый, такой с такими, считывается справедливый. Мгм. И считывается, да, дух Мамая. Так. Это логично все. Ну, я прямо понимаю, как это работает. Это как женщина живет с мужем там 20-30 лет, а он ее потихоньку там давит, 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 давит. Она потихоньку сопротивляется, 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 сопротивляется.
а потом все, как камень, как коса на камень нашла, и все, и она перестает ему подчиняться, и все. И он как бы не бесился, она уже никогда ему не будет подчиняться. Ну или мужчина так, ну не имеет значения. Вот эти отношения между Россией и Украиной, между Россией и другими странами, которые эта банда московская захватила, будут такие же. Мгм. Да, Искореним. Всем свое время. да. Хорошо, Виктория. Давай вернись к эфирному телу Людмилы. Посмотри на ее эфирное тело. Как она сейчас выглядит. Энергосфера правильной формы, смеется, улыбается. Вот Ванечка находится вот здесь, там, где дети у нее. Я передаю Людмиле, чтобы она чистила родовой. Она как будто бы беременна им. Мгм. Да, я слышу, излишняя забота. Ну, излишняя, понятно почему, потому что ребенок особенный. Мгм. Так. Так, сейчас я смотрю, просматриваю. В ее пространстве просматривается вот эта юбка, колпак, который Мон. был, да. Мгм. Считывается поглотительница рода. Так, я Мгм. передаю Людмиле, чтобы она исправила все изъяны в ее родовом древе, отказалась от любого соучастия в сотрудничестве с антимиром и в творении иллюзорных фантазий антимира, этой матрицы подчинения. Пусть она заберет всю ее. И она буквально, вот эта цепь проявилась снова, и она его так разворачивает наизнанку и выбирает, я слышу, свои, да, то есть свои соглашения подчиняться злу. Я передаю, чтобы она возобновила коны чистоты, познания ее внутреннего критика, и Мгм. вернула все частицы ее божественного «Я» и восстановила ее истинные коды души. Она взмывает, как огромный ангел. Вместе с ней Ванечка тянется. Так, а там что-то их держит в нижнем Мгм. пространстве. Так, сейчас я посмотрю. Мгм. Они Что это делает? вдвоем привязаны как будто бы к какому-то колодцу с такой крышкой. И я вижу там что-то, какая-то субстанция светящаяся, а на ней такие пальцы, такие, как будто бы кто-то заматывает. Сейчас я посмотрю, кто это, светится двое. Это, я слышу, решение пропасть. И вижу, как это колодец как будто бы открылся, и там такая балеринка крутится вокруг себя на одной ножке, а другой так тык-тык-тык-тык, вот так вот, тык-тык-тык. А рядом с ней какой-то болван. Мгм. Так, что это за болван? Приказы этому болвану проявить согласно его эфирным ДНК. Кто он такой? У него кольцо такое золотое, он говорит муж. Мгм. Говорит муж Людмилы, и вижу ситуацию, как он одевает ей кольцо на Мгм. палец. Так. Так, а он считывается как болван. Мгм. Что Это значит болван, Виктория? Что это означает? ам, он вот в эфирном пространстве вот похож как Ванька-встанька. И вот центр тяжести где-то под ногами. И его вот это еще кто-то там как бы толкает, а он так дын-дын-дын-дын снова Мгм. толкнет, а он дын-дын-дын-дын вот так, а там привязан в одном месте, зациклен.
Так, а кто же это его там трогает? Еще ниже, чем он? Кто там находится, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Кто там его тыкает? Вижу, считывается мать-носительница кодов, родовых кодов, безобразие. Я вижу, как она в такой каморке, вот так все красное, и она вот так иконы ставит. Одну, вторую, вот так, вот Мгм. так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Считывается запутанность и так дальше. То есть, Понятно. Так. Что произошло? Что это за решение пропасть у Людмилы? Это связано с кольцом? сейчас я посмотрю. Угу. Я вижу, как она, как будто... Я ее вижу, как в танцевальном зале, так и звучит танцевальный зал. Угу. Вижу, как сквозь него смотрит этот дух, так считывается вампира. Это как человек, а в человеке еще один. Только не человек, а дух. И он живет своей жизнью. Вот он вылез с него и смотрит. И у Угу. него такая калькулятор там и счетчик. И он там все читает, подсчитывает. Угу. Это программы. Это дух, это Угу. программы, которые связывают, притягивают друг друга все эти ситуации. Так, сейчас я посмотрю, что это. Угу. Он считывается деспот. И какое решение? Угу. Я слышу, что это было решение. Какое? Вот она танцует, да, и танцует, а он смотрит и смотрит. Что произошло на физике? Угу. Я слышу, что он ее окольцевал. Как птичку окольцовывают, чтобы наблюдать. Наблюдать. Я слышу за развитием ее сына. Мамая. Угу. Сторож, короче, типа. Да. То есть вот это она сторожиха. Угу. Так, а на что согласилась Людмила? Согласна ли она, чтобы ее пространстве кто-то что-то наблюдал? Угу. Где ее разрешение? Почему она согласилась на это? Я вижу, что вот эта ножка, которой она тык-тын-тын, вот так, это считывается как флирт с незаконным мужчиной. То есть я вижу, что по этим их прибамбасам, то этот Мамай мог родиться, так как он был задержан, удерживался магически, только через таких неполноценных мужчин, которые не управляли своим сознанием, а подчинялись матери. То есть вот это снова эгрегор материнской власти, этого женского феминизма проявляется. Вот. Так, сейчас Иван родился, он здоров, он под опекой матери, ему ничего не угрожает. Пусть Людмила отменит предоставлять этому сторожу право наблюдать за ними. То есть она расторгает все отношения с ним, контракты. Она снимает с пальца кольцо, одевает этому болвану на голову и говорит: я тебя вижу. Угу. И открывает этот портал, к которым они были привязаны. И в этот портал вот это отваливается эта мамаша с этим Угу. С болваном этим. с этим болваном. Угу.
И привязки эти уходят. Я передаю Людмиле, чтобы она отвязала все привязки и приказывала этим колдунам убирать все Мгм. их воздействия и убирала все потоки энергии, по которым утекала бы когда-нибудь эта энергия ее, пусть она возвращает со всех времен, измерений, событий, решений, всю ее божественную творческую энергию для восполнения ее божественной миссии. И слышу: принято. Мгм. И со стороны Первотворца как будто бы и кто-то руку подает, говорит: принято, созвездие свободных. Мгм. И мне вот это идет, что в Библии написано, что святые будут светить на небесах, как звезды, и все будут знать их имена. Что это как раз пророчество о наших. И сразу я вижу наши видео, где мне даже хотелось в первую очередь поставить имя человека, который освобождается. Я вижу, что это неспроста. Сразу, вот как Элла, мать живых, да, Людмила, М. и уже название ролика. Вот. Я Мгм. таки слышу: принято созвездие святых, ну, то есть чистых. То есть ее сознание переходит в чистое божественное сознание. Мгм. И помогает вот укреплению воли. Я слышу, для сотрудничества с Первотворцом, возвращение кона в жизни. Я передаю Людмиле, чтобы она чистила генетику своего рода в прошлом, настоящем и в будущем, и исцелила своего Ванечку, сына, передала информацию своим детям, своему роду об освобождении. Мгм. И о том, что они могут выбрать самые лучшие события и самую лучшую реальность для себя по конам божественных творцов. Мгм. Пусть Ваня восстанавливает гармоничный разум, данным ему первоисточником жизни, исправляет Мгм. все изъяны и становится полноценным, как говорила Виктория, полноприводным во всех отношениях, гармоничным, живым человеком. Я вижу, как в его пространстве там он улыбается, а где у него 7-я чакра, там считывается как еще 8-я. Это дополнительный имплант, соединяющий с антимиром. И оно так как-то забурлило, а я все смотрю, что происходит. И оно вот так снова открылось, как этот цветок, Мгм. и ушло. И он поднялся, выходит и говорит: мама, я тут. Да, Привет, привет. да. Хорошо, Виктория. Все вместе поднимаемся максимально вверх. Мгм. Все привязки, все чужеродные энергии, все отсекаем, на аннигиляцию отправляем. Я только подумала, интересно, есть ли там в том доме какая-то, ну, штука, это еще сила, которая бы влияла на Людмилу. Я так в этом черном пространстве вот так посмотрела, там, как будто бы пооткрывала, а ничего нет. То есть остались только энергии этой свекрови. Там все, Мгм. Хорошо. да. Все. Хорошо. Мгм. Спроси у Людмилы, все ли мы для нее сделали на этом сеансе. Да, она говорит, изъяли изъян, достали изъян. Мгм. Вот. Ну, замечательно. Ну, добро. Тогда Мгм. прощаемся с Да. Людмилой, Аней. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего, от всех этих событий. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо.
наполняемся энергиями жизни, любви и гармонии. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно.